Мы с вами уже много раз затрагивали такой феномен в мировой истории, как гаремы. Безусловно, в арабских странах они остаются частью культурного и социального контекста, и многоженство, как элемент этой практики, сегодня не является чем-то по-настоящему шокирующим или даже неординарным. Вопрос стоит скорее в том, как люди относятся к этому, как к традиции, культуре или образу жизни. Лично я предпочитаю рассматривать гаремы и многоженство с точки зрения неотъемлемой части восточной и азиатской культуры, далекой, экзотической и, возможно, не всегда понятной для западного обывателя, но в то же время обладающей своим очарованием и богатством. Совершенно другое дело, когда мы начинаем говорить о таком понятии, как гарем, в контексте современного мира. На фоне всего этого стоит упомянуть Северную Корею, страну, которую сложно назвать прогрессивной, ведь ее лидеры придерживаются крайне консервативных взглядов. Тем не менее, записывать ее в отстающие тоже не представляется разумным, поскольку КНДР сама выбрала уникальный путь развития, следуя ему с момента своего основания. Да, и в Северной Корее существуют гаремы, но с тонкими нюансами. Эта практика, как показано историей, передается от отца к сыну, однако власти ее не ставят в рамки традиционной формы многоженства. В большинстве случаев это носит запутанный характер. Северокорейские гаремы, или лучше сказать, отряды удовольствия, как их нередко именуют в средствах массовой информации, известны под названием Кипым-джо, или просто Кипым. Они состоят из более чем 2000 изящных северокорейских девушек, отобранных для выполнения специальных задач. Как сообщается, первый отряд Кипым-джо появился еще в 1978 году, когда у власти находился Ким Ир Сен, который любопытным образом передал эту традицию своему сыну и преемнику Ким Чен Иру. Основная функция девушек, входящих в эти отряды удовольствия, состояла в создании максимально приятной атмосферы для высших чиновников Северной Кореи. В их задачи входило пение и танцы, развлечение беседами элиту нации, а также участие в загадочных сексуальных играх и оргиях. Каждое желание представителей правящей верхушки КНДР должно было быть выполнено. От простых развлечений до выполнения самых неожиданных прихотей высокопоставленных особ. Согласно имеющейся информации, первый состав отряда Кипым-джо был собран, как упоминалось ранее, еще при правлении Ким Ир Сена, под прямым руководством Ли Дон Хо, первого заместителя главы Департамента Народного фронта Трудовой партии Кореи. Состав набирался с целью развлечения северокорейского лидера во время его пребывания в гостинице «Мунсу». Строгий отбор был обязательным. Все дело в том, что Ким Ир Сен особенно ценил девственниц, придавая большое значение тому, что физический контакт с ними наполнял его ки — жизненной силой девушек. Обучение членов этих отрядов уже затем проводилось под контролем 5-го отдела штаба гармоничного управления партии, создавая режим строгого контроля и подготовки. Тем не менее, отряды Кипым-джо по своей структуре не совсем повторяли привычные нам представления о гаремах, так как в них существовало деление по интересам. Например, девушки, входящие в состав манджокчо, занимались исключительно плотскими утехами и предоставляли сексуальные услуги, в то время как участницы хэнбокчо следили за комфортом высокопоставленных гостей, делая массаж и обеспечивая расслабляющую обстановку. Девушки из камуджо отвечали за развлекательную программу, в которой обязательно присутствовал стриптиз.
При Ким Чен Ире отбор в Кипым-Джо происходил так, чтобы отобранные девушки не превышали ростом 158 сантиметров. Это сделано для того, чтобы они были ниже самого Ира. Кроме того, на телах у девушек не должно было быть шрамов или пигментных пятен, а их голос должен был быть мягким и женственным, будто облака, которые невидимы, но ощущаются в сердце. Будущие участницы отрядов удовольствия проходили тщательное медицинское обследование, чтобы удостоверить их здоровье и соответствие требованиям. Как и его отец, Ким Чен Ир особенно ценил совсем юных девушек, и часто много участниц отрядов Кипым-Джо загребли в свои ряды в возрасте всего 13 лет, когда их забирали из школ и заставляли развлекать высокопоставленных чиновников. Отказаться было невозможно. Молодые женщины, входящие в отряды удовольствия, фактически являлись госслужащими, чья работа могла быть приравнена к другим формам обязательной службы, таким как военная. Управление отрядами Кипым-Джо осуществлялось на государственном уровне и не ограничивалось только нуждами северокорейского лидера, но и распространялось на других высокопоставленных кадров правящего класса. После того, как девушки проходили строгий отбор в соответствии с заранее установленными правительством критериями, их ожидал период интенсивного обучения премудростям их уникального ремесла. Учитывая уровень подготовки, некоторых девушек даже отправляли за границу, чтобы они могли погрузиться в изучение тонкостей массажа, изучая все детали своего ремесла в лучших условиях. После того, как девушки проходили обучение, их направляли на личное собеседование с главой государства, и именно он принимал окончательное решение о составе отрядов. За их внешним видом строго следили. Им выдавали итальянскую обувь ручной работы, японскую дизайнерскую одежду от известных брендов, таких как Ямото, Кензо, Мори, и часы Омега с гравировкой имени Ким Чен Ира. Питание девушек также было предметом тщательного контроля. Во время завтрака участницы отрядов удовольствия наслаждались французскими круассанами, свежим йогуртом и импортными фруктами, а на обед у них была свежая сырая рыба по-японски. За ужином же им подавались как корейские, так и западные блюда. Северокорейский лидер считал, что хорошее питание абсолютно необходимо для здоровья девушек и их красивого внешнего вида. Каждый год по всей стране происходили отборы, на которых выбирались окончательные кандидатки, всего от 30 до 40 девушек, а также 15 мужчин, которые позже выполняли функции садовников или домашней прислуги для семьи Ким. В отрядах Кипым-Джо девушка служила до 25 лет, а по достижению этого возраста, как правило, они выбывали из отрядов удовольствия и нередко становились женами различных членов корейской элиты. При этом их прежний статус оставался в строгом секрете. Спустя 4 года после смерти Ким Чен Ира, когда у власти уже находился его сын, Ким Чен Ын, в медиа стали появляться упоминания о том, что молодой лидер распустил Кипым-Джо, ранее обслуживавшие его отца и людей из его близкого окружения, так как считал, что девушкам известны слишком многие государственные секреты. Участниц отрядов удовольствия вынудили подписать обязательства о неразглашении, предоставив им за это довольно неплохие деньги и подарки, после чего их отпустили домой. Однако не думайте, что на этом история отрядов Кипым-Джо закончилась. Как мы помним, преемственность — это ключ. Вскоре после распуска отрядов удовольствия, когда их обслуживали высокопоставленные лица, Ким Чен Ын собрал новый состав Кипым-Джо, соответствующий его собственным пожеланиям и предпочтениям.
Таким образом, история легендарных отрядов удовольствия продолжается и по сей день. Участницы Кипэмджо по-прежнему часто сопровождают северокорейского лидера и его ближайших соратников во время длительных поездок на его личном поезде, обслуживая их и продолжая свои подлинные обязанности. Ситуация уникальная и многослойная, и она продолжает интриговать, вызывая вопросы о морали, власти и культуре.